Перед началом этого видео я хочу сделать дисклеймер. Все истории выдуманы мной, также выдуманы все имена, а совпадение с реальностью — это просто чистая случайность. Также у меня немножко подводит мой голос, он немножко у меня сел, поэтому можете делать громче звук. Hello, everyone! Всем привет! С вами я, Алекс. Сегодня немножко подвел мой голос, как я уже сказала, но сегодняшняя тема моего видео — это неприятная история из моей жизни. Несмотря на то, что я в таком вот красивом, нежном луке, то я буду рассказывать неприятные истории. Эту заколку не видно, но я старалась. Также я не особо умею плести косички, но вроде выглядит мило. Я старалась. Еще я накрасилась для этого видео. Чуть-чуть. Можете оценить мои труды в комментариях. Не буду долго затягивать, пожалуй, я начну. Первая история, она связана с моей одноклассницей. В общем, к нам в 11 класс пришли новые люди. И я познакомилась с одной девочкой, и мы стали достаточно хорошо общаться. Но позже, в первой четверти, во втором, получается, полугодии, другая добавилась девочка с Краснодара. И та моя подруга, назовем ее Маша. А та девушка, с которой она начала хорошо общаться, Ангелина. Почему нет Геля? Так вот, Маша и Геля начали очень хорошо общаться. И так получилось, что я стала третьей лишней, и я стала одна. Их общение до сих пор продолжается, поскольку я знаю. И 23 мая у меня был первый экзамен, а 24 мая у нас был последний звонок. Да. А последний день у нас был 22-го. Спасибо. Класс. Я всегда мечтала начать экзамены сразу же после дня, как я закончила учебу. Спасибо, школа. Ненавижу вас. Так вот, Маша, она должна была сдавать также литературу, но в самый последний момент она отказалась от этого экзамена. И на следующий день, 24 мая, она подошла ко мне за долгое время, как мы с ней, получается, не общались, и спросила, как экзамен. Я говорю, нормально. Я решила не особо говорить, потому что, смысл мне как-то делиться, если мы не особо общаемся. И знаете, что она мне сказала? Не поподробнее там, или как там экзамены, что тебе попалось. Нет, она мне сказала, ну нормально, меня не устраивает. Извини, что? Что? Я не могу сказать, что это прям неприятная ситуация, но что тебя не устраивает? Ты меня спросила, я ответила. Что не так? Ну ладно. Позже я начала немножко замечать странное в Маше, но, кстати, даже бывали моменты, когда Геля не понимала Машу. Вот. Как бы такие ситуации случались. Даже ее, казалось бы, лучшая подруга не понимает ее. Вот так вот. Вторая история, она случилась совсем недавно, недели 2 назад, на съемке этого видео. В общем, я шла на урок по вокалу. Я буквально прошла квартал от своего дома. У меня там есть переулок. Я постоянно... Вот у меня есть такая привычка, что я всегда жду машину, пока они все проедут. И неважно, если там пешеходный переход, нету его, я всегда буду ждать до конца, пока все машины не проедут. Иногда это занимает минуты 2-3. Вот. Ну, это на основных улицах. А так, я живу на очень тихой и спокойной улице. Машин здесь редкость достаточно. Ну, они как бы ездят, но не прям часто.
Значит, я остановилась, жду, пока приедет машина. Там едет машина, там еще одна вторая машина едет. С того там поворачивает, показывает, я это вижу по поворотникам. Я смотрю направо, налево, направо, никого нет. Кто бы поворачивал на мою сторону или ехал со стороны. Я начинаю идти. В момент включается песня, которую я захотела переключить. Я смотрю в телефон, дохожу до середины дороги и вижу черную машину. За рулем был какой-то дед, прям вот дед, седой уже весь. Вот. Ну, не могу сказать, что у него прям, знаете, не обвисшая кожа, а просто вот седой дед, ну, дедушка такой вот. И он, скорее всего, был таксистом, потому что у него сзади были пассажиры, и у него вроде даже была это, как, не табличка, а я не знаю, как она называется, когда на машине сверху. Я забыла. Я не знаю, как она называется. В общем, треугольник, обозначающий, что машина такси, это было на его машине вроде как. И когда он понял, что вообще-то иду я, он повернул, остановился и смотрел на меня вот так. Буквально с открытым ртом. Самое интересное, что я видела, что есть какая-то машина, но так как на ней не было никаких поворотников, я пошла по дороге. То есть он включил поворотник прямо когда он поворачивает. Я ненавижу, когда так машины делают. Поскольку я знаю, по правилам дорожного движения вообще надо заблаговременно обозначать, что ты поворачиваешь. Но этому деду, видимо, было все равно. В общем, меня чуть не сбили. И так как у него было открыто окно, я потом уже поняла, что я вообще могла на него чуть-чуть наехать. Сказать: дед, ты чё? Поворотники показывали заблаговременно. Вот. Но, как вы поняли, я ничего не сделала, не сказала. А еще в тот же день, когда я только вышла из дома, у нас есть дерево, и там вишня вроде растет, или черешня, не знаю. И так получилось, что мне за шиворот пролетела пчела. Мне прилетела пчела за шиворот. И у моего отца были такие ситуации, когда пчелы, они прям оставались за шиворотом, и он уже приходил только потом домой, и ему моя мама на нем убивала пчел. Ну, немножко травмирована, видимо, этим событием. В общем, было мне немножко страшно, но все нормально. Она просто врезалась в мою шею и дальше полетела по своим пчелиным делам. Третья история связана с моими отношениями, бывшими отношениями. Ой, у меня, как и у любого подростка, были вот это вот teen love, да, как называется, teenager love, вот это вот все. И так получилось, что это был мой одноклассник, и у меня была подружка, она жила рядом со мной, и мы с ней прям вот очень хорошо общались. Где-то весной мы перестали общаться с тем парнем, но он тоже жил как бы в этом районе, и мы бывали пересекались. Мою подругу пусть назовем Маша. Вот сегодня Маша. Много имен Маша. Ну, ладно. Так вот, это Маша. У нее есть еще одна подруга. Назовем ее Соня. София, не знаю. Соня, просто Соня. И Маша постоянно обсуждала меня, то, как она ненавидит Соню, какая она тупая, какая она глупая, какая она скучная, какая она неинтересная. В общем, жаловалась мне на нее. А с Соней мы плохо общались. Как-то не складывалось у нас общение. Она раздражала меня, а я раздражала ее. Ну, так случается. И в каком-то моменте мы втроем, я, Маша и Соня, пошли гулять.
Так получилось, что мы попали в детскую площадку, где жил мой бывший молодой человек. И мне, честно, назвать его парнем сложно, мальчик. Вот мальчик ему больше имя подходит. Мальчик. Пацан. Как можно еще меньше сказать? Как можно преуменьшить это слово? Пацан. Так вот. И так получилось, что вот этот мальчик тоже вышел погулять. И мы что-то встретились, немножко пообщались. Мы вроде бы не расстались на плохой ноте, честно, я не помню. Это было уже достаточно давно, как мне кажется. И в какой-то из моментов он подзывает сначала к себе Машу, а потом и Соню. А меня оставляет в стороне. Ну, я думаю, ну, ладно и ладно. Они как бы общаются с ним. Ну, вдруг он что-то хотел сказать ему. Потому что Маша, она встречалась с его другом. Встречалась и встречалась тоже. Вдруг это было что-то по поводу ее парня там или что-то вот такое. Ну, они как бы тоже были друзья. И я понимаю, что на меня смотрят вот так вот. И я что-то не понимаю, что такое, что происходит. И, как оказалось, этот мальчик наплел моей подруге на тот момент и ее подруге о том, что у меня есть школьная подруга, и я со своей школьной подругой обсираю Машу, свою лучшую подружку на тот момент, и как-то, в общем, ее унижаю. И самое идиотское в том, что она поверила. И она просто перестала общаться со мной из-за того, что она поверила какому-то мальчику, с которым она общается несколько месяцев. Ладно, нет, не месяцев, наверное, ну, года 2. И не поверила мне, с которой она общалась года 4, то есть гораздо больше. В тот момент я прям помню, что я плакала над этим, потому что меня оклеветали. Я никогда не обсуждала ее со своей школьной подругой, а тут на меня клеветят. Было в тот момент очень обидно. Все случается к лучшему. Я относительно недавно с ней встречалась, так случайно получилось. Честно, сначала мне было немного некомфортно, а потом я подумала, да пошла она. С этой же подругой она была. Да пошла она, и все. И я просто стала наслаждаться своим одиночеством. Когда придумала сценарий, начала его писать, я, получается, начала рассуждать по поводу вот этой нашей дружбы. И то, что если бы мы с ней встретились, и она бы мне там попросила прощения или что-то подобное, то я бы сказала, ну ладно, все, можешь идти дальше. Вот, и так получилось, что я ее встретила. Получилось забавно. Но, понятное дело, она не говорила ничего о нашей дружбе, там ничего такого не было. Но я действительно бы не хотела как-либо возобновлять с ней общение, потому что, ты уже показала себя, все, можешь идти. 4-я история, она связана с подругой моей школьной, как раз той, которую я говорила, назовем ее Лилиана. Почему нет? Вот, Лиля, она со мной училась сначала в художке, а потом я перешла в ее школу, потому что моя школа, она мне не понравилась, как там преподают нам, пятиклассникам, и я решила перейти в ее школу. С 5 класса мы очень начали хорошо общаться. Прям вот ЛП, прям вообще best friends forever. И, конечно, были ситуации, когда мы ссорились, в особенности, когда был карантин. Но все равно мы как-то возвращались к нашей дружбе. И в 9 классе она лежала она сама туда легла по своей инициативе.
ее туда не заставляли ложиться. Только недавно приехала с психологом, и она немножко поменялась. То есть она была очень отстраненная. Ну, понятное дело, у нее не было телефона там, ничего не было, никаких средств связи, и она была отрешенная от всяких новостей. Она как раз таки пришла где-то в феврале, в марте, что-то такое вот. Если понимаете, о каких я говорю новостях. В общем, она была очень будто бы напугана после клиники. Она прям была немножко другой человек. Плюс она начала курить табак, потому что просто не было других каких-либо развлечений, кроме как курения. Хотя бы с сигаретой ты мог выйти немножко погулять, а так не разрешалось гулять, поскольку я помню. На момент истории у нас был урок физкультуры, и мы всегда на физкультуре в этой школе мы всегда играли в баскетбол. В какой-то момент мы играем, и у нас была одноклассница, назовем ее Аня. Так вот, Аня, она тоже лежала в этой же классе, но она лежала уже, наверное, принудительно, потому что так получилось, что она употребляла некоторое, да, курила тоже. И она в какой-то момент сбежала с парнем из армии. Или он просто учился в каком-то военном училище, честно, я не знаю. Но факт то, что она сбежала с ним, и в итоге их искала полиция по городу, по району, и нашли ее. Видимо, ее загребли. На этом уроке физкультуры Лилия решила подойти к Ане и спросить, как она там лежала, рассказать тоже о своем опыте. И так получилось, что после этого она со мной даже не здоровалась. Я не знаю, честно, почему, но я тоже оказалась в этой ситуации третьей лишней. Конечно, у меня есть и гораздо больше историй, неприятных и приятных, но я уже это видео снимаю 55 минут. Надеюсь, что на минут я там 15 наскребу истории. В общем, с вами была Алекс. Спасибо, что вы смотрели это видео. Я забыла вам напомнить, но, пожалуйста, поставьте лайк, напишите свой комментарий, подписывайтесь на мой канал. Это, понятное дело, не обязательно, но мне будет очень приятно, если вы сделаете какое-то взаимодействие с моим видео, и это поможет продвижению моему каналу. И мне будет очень приятно, если он попадет в рекомендации моего канала, мои видео. Мне будет действительно очень приятно. Спасибо, что вы смотрели это видео. Всем пока, всем добра и добра, всем пока. С вами была Алекс.